Все вы уже слышали о проекте Nakama Card, ведь это крупнейший коллекционный бот карточек по различным вселенным, которые вы сейчас видите на экране. Моя геройская академия, как самый сложный и проработанный пак, готова затмить вас 450 красочными карточками персонажей и не только. Я вот наконец-то смог заполучить себе моих любимых девочек Урараку и Тогу, мистической редкости серьезного Деку, а также ВЗО, пускай хоть где-то ему будет место. Nakama Card это не только про коллекционирование, а еще и про соревнования с другими игроками, где ты сможешь заполучить себе карту противника. Поэтому если ты еще не выбил своего любимого персонажа, не теряй зря времени и переходи по ссылке в описании и закрепленном комментарии. Не расстраивай всемогущего. Сегодня мы наконец-то узнаем, кто же на самом деле тот неизвестный персонаж. Узрим также долгожданный разговор о Чако и Деку, где главный герой признался Урараке в своих чувствах. Так что погнали начинать данный разбор. Ну а также напоминаю, что почитать свою любимую манхва вы сможете на remanga.org. Здорово, ребятки и анимешники, у микрофона Зик. А вот ребята, которые оставили свой коммент под прошлым роликом. Ну а мы начинаем. Итак, на связи 429 глава манги моей геройской академии. Переводил ее сам, и так как я не профессионал-любитель, могут быть ошибки. Прочесть ее сможете по ссылке в описании, как только я закончу ее обработку. А если у тебя есть возможность поддержать выпуск глав, тогда буду премного благодарен, и в знак признательности твое имя будет закреплено за главой и показано в ролике, обновляясь каждую неделю. Вот, например, люди, поддержавшие выпуск 429 главы. В этот раз Хорикоши порадовал нас не только главой, но и множеством цветного материала. Во-первых, стала доступна обложка 41-го тома манги с запечатленным противостоянием битвы Деку против Шигараки. Даже как-то обидно, что тайтл подходит к концу и столь масштабных сражений мы больше не увидим. Также в этом выпуске журнала Shonen Jump героика заняла центральное место на обложке с изображенной на ней Изуку Мидори, в очертаниях которого находятся всемогущие Бакуга и Шота. Ну и напоследок Хори порадовал нас двойным цветным разворотом, на котором изображен весь класс А в черно-зеленых костюмах вместе со всемогущим и учителем Айзавой. Кстати, так как Шинсу теперь тоже в их классе, мангака поместил его вместе со всеми ребятами. Переходя же к повествованию, нам внезапно рассказывают историю того самого загадочного, неизвестного персонажа. И уже только из первых строк его предыстории становится понятно, а для кого-то возможно даже обидно, что это не Томура и не отец Деку. В главе говорится, что у этого парнишки пробудилась мутировавшая причуда, то бишь он не унаследовал причуды своих предков. Изначально ничего вовсе не предвещало беды, родители относились к нему хорошо, однако вскоре они заперли своего сына в подвале дома, к тому же еще и заклеили ему рот, так как он постоянно плакал из-за того, что ему было слишком страшно и он не понимал, почему с ним так поступили. А самое отвратительное, что когда в Японии началась война с антагонистом, его предки просто сбежали из страны, кинув ему немного хлеба, чтобы он так скоро не умер от голода. Да и не факт, что предки вообще собирались возвращаться, ведь по рассказу складывается такое представление, что они уехали отсюда, чтобы забыть про весь этот ужас и о своем сыне, как о страшном сне. Во время битвы с антагонистом дом этого пацана был разрушен, тем самым открыв ему выход из подвала. Однако из-за того, что он столько лет провел в темноте, солнечный свет сейчас ему причиняет боль. И именно поэтому мы впервые встретили этого персонажа, выходящего из темноты. Но из-за разрушений и долгого срока нахождения в заперти, он не знал, куда ему идти. И вот представьте, пережив такую несправедливость, оказавшись брошенным, представьте, что он почувствовал, когда, выйдя из проулка, он встретил радующихся жителей города. Верно, для него это стало триггером, точно таким же, как и для Тенка Шимуры, желания которого также не учитывали. Так что хоть новый персонаж это не тот, кого мы ожидали увидеть, но можно сказать, что в этот момент, когда его одолевала горечь и боль из-за несправедливости, которую он пережил, в этот момент начал зарождаться новый Шигараки. Но то, как этого персонажа вписал Хорикоши в дальнейшем, у меня это вызывает как сомнение, так и
то, что это правильно. Так же, как и ожидалось, в этой главе состоялся разговор между Очако и главным героем. Скрывая в себе наболевшее, понимая, что она выжила лишь благодаря смерти химика Тоги, Урарака больше не могла скрывать свои эмоции. Но таким образом она вовсе не заметила, как на эту гору прибыл Мидория. И как только ГГ позвал ее, Очако тут же прикрыла лицо, спрашивая, как он понял, что она была именно в этом месте. Но для Изуку это было несложно. Забрался он сюда, используя остатки причуды одного за всех, и для него было очевидно, что она придет именно сюда, в место, где они разговаривали еще до начала битвы со все за одного. Изначально Урарака начала оправдываться, что сама же говорила о том, что пойдет ненадолго домой, но Деку упрекнул, что это был вовсе не ее дом. После чего Урарака успокоилась, извинилась, говоря, что просто хотела побыть одна. Вот только этот ответ поставил главного героя в еще большее замешательство, ведь он заметил, что в последнее время она стала слишком странно себя вести и была постоянно замкнута в себе. Хотя это совершенно не та Очако, которую он помнил. Со слезами на глазах Деку говорит, что та Урарака, которую он знал, всегда ставила других выше самой себя. И ведь именно благодаря ее стараниям ему позволили вернуться в UA. Урарака стала для него героем, вот почему он не хотел утруждать и полагаться только на нее. Ведь очевидно, что теперь настало время, когда именно ей нужно было протянуть руку помощи. Взяв Изуку за руку, Очако расплакалась еще сильнее и наконец-таки раскрыла свои чувства. Она рассказала ему, как сильно сожалеет о том, что сделала неправильный вывод, из-за чего ее пырнули ножом, и Тоге пришлось ценой своей жизни спасти жизнь Урараки. А ведь по ее мнению, своей причудой химика Тога могла помочь множеству людям, создавая редкую кровь. Очако терзала то, что она не поняла ее боль раньше, задавая себе закономерный вопрос, изменилось ли все, если бы они подружились с ней в детстве. Мидория же прекрасно понимал ее переживания, ведь после окончания боя с Шигараки его все еще преодолевает подобные чувства от Энка Шимори. Ведь если бы они заметили все это раньше, то ничего бы подобного не произошло. Но несмотря на это, Деку все еще хочет продолжить идти этим тернистым путем, о котором ему говорил ВЗО. И если потребуется, он снова будет готов протянуть руку помощи тому, кто в ней нуждается. После этого на гору прибыли и другие ученики класса А. Бакуга заметил, что Мидория вновь использовал угольки одного за всех и поинтересовался, не растратил ли он оставшуюся силу. Ребята же впервые услышали о том, что Деку потерял свою силу, и были шокированы такой новостью. Затем пошла череда небольших мероприятий. Монами поставили бюст, провели прощальную вечеринку Аоямы, на которой пела малышка Эри, а также состоялся небольшой разговор Всемогущего и Ястреба, на котором они обговаривали изменения таблицы героев. Ведь в этой битве было совершено множество подвигов, и не только профессиональными героями, поскольку даже среди обычных людей есть величайшие герои. И Ястреб был полностью согласен с его мнением, говоря, что есть то, в чем нужна будет помощь даже про героя. И таким образом мы вновь переходим к тому самому брошенному мальчику, который, видя, как другие наслаждаются жизнью, пока он страдал, быстрыми темпами начал выходить из себя, задавая закономерный вопрос, почему он единственный, кто до сих пор страдал. Новый Шигараки начал проявлять свою причуду, намереваясь убить тех, кто ему противен. Но тут его внезапно берет за руку та самая бабулька, которая в свое время побоялась протянуть руку помощи Тенка. И в этом персонаже она увидела именно Тенка. Бабулька не знала, смог ли в итоге кто-то спасти того мальчика, но после того, что показал Деку, сражаясь с антагонистом, многие поняли, что есть то, что под силу сделать даже им. Поэтому, крепче взяв его за руку, она сказала, что теперь все будет в порядке, ведь бабушка рядом. После чего мальчик успокоился и начал плакать, ведь все это время, сидя в заперти, он хотел именно этого, получить от кого-то внимание. Деку и Урарака видели все это со стороны и радовались, что люди становятся понемногу добрее. Что ж, вот так героика прошла полный круг от ситуации, когда никто не хотел помочь Тенка Шимори, до момента, когда та же бабушка не прошла мимо и протянула мальчику руку помощи, тем самым не дав зародиться новому Шигараки. И с одной стороны, все это правильно, ибо это было одной из целей главного героя — изменить общество в лучшую сторону для того, чтобы больше не происходило подобных несправедливых ситуаций, как с Шигараки. Но с другой стороны, мне кажется, что руку помощи этому персонажу должен был протянуть главный герой, потому что именно он был инициатором, чтобы спасти того, кто попал в беду. И я уже молчу о том, что если бы Хори не спешил с завершением манги, можно было бы развить этого персонажа в нового Шигараки, дабы полностью истратив свои силы, главный герой смог наконец-то кого-то спасти. Пишите, что вы думаете на этот счет, ну а мы будем ожидать следующую главу моей геройской академии. И также не забывайте
забывайте, что представить свою любимую мангу и не только вы сможете на remanga.org. А на этом ролик подходит к концу. Пишите в комментариях, что вам понравилось, а что не понравилось, и несколько комментариев попадут в следующий ролик. Если тебе понравился ролик, тогда лайк и подписка для меня будет лучшей благодарностью, а также не забываем про колокольчик, ведь в последнее время не всем приходит уведомления. Всем спасибо за ваш просмотр, мирного неба вам над головой и всем пока-пока.